Она родилась в мире, где свобода была привилегией, а не правом. Эмми выросла в бедной деревне под гнетом торговцев, которые рассматривали людей как товар. К 18 годам она стала особенно ценной. Ее скромность, тишина и таинственная красота сделали ее объектом интереса для одного жестокого аукциона, проводимого на черном рынке вдали от людских глаз. Аукцион был объявлен тайно. Эмми не сказали ни слова, просто однажды ночью ее разбудили, связали руки и повезли прочь. Ее будущее, казалось, было предрешено. Но судьба решила иначе. По дороге к месту продажи кортеж остановился возле заброшенной фермы. Машина сломалась, и охрана вынуждена была искать помощь. Именно тогда появился он, Лукас, фермер лет 35, живший отшельником. Его считали странным. Жил один, почти не показывался в деревне, говорил мало. Но в его глазах всегда было что-то другое, тепло и упрямое чувство справедливости. Лукас сразу понял, что происходит, увидев испуганную девушку в наручниках. Он действовал быстро. Под предлогом помощи он отвел одного из охранников в амбар и обезвредил его. Затем второго. Через несколько минут Эмми уже стояла на свободе, все еще не веря, что это не сон. Он укрыл ее у себя. Молча дал одеяло и горячий чай, не задавая лишних вопросов. Лишь на следующий день сказал: «Ты свободна. Хочешь — останься. Хочешь — иди. Но знай, ты теперь решаешь сама». Она осталась. Прошли месяцы. Вместе они восстанавливали ферму, сажали огород, ухаживали за животными. Она впервые в жизни училась жить по своей воле, без страха. Со временем между ними возникло нечто большее, чем просто благодарность. Не страсть, не вспышка, а тихое, настоящее чувство, любовь, построенное на доверии и уважении. Аукциона не состоялось. Имена виновных позже были раскрыты, и они понесли наказание. Эмми стала хозяйкой на ферме, женой человека, который не купил ее, не спас ради себя, а просто сделал то, что должен был сделать человек. Вот такая удивительная история. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, впереди еще много интересного.